Она не лаяла, она не рычала, она просто прикусила край его джинсов и умоляла. Так все и началось. Итан, 32-летний турист из Канады, в одиночку бродил по окраине маленькой деревушки. Он покинул шумный, суетной мир, потому что ему нужно было спокойствие, хотя бы на несколько дней. Путешествуя по живописным пейзажам, он надеялся найти утешение в природе, окружение которой не знало забот и суеты городской жизни. Но именно тогда, когда он погрузился в свои мысли о будущем, ностальгируя по простым радостям, появилась она. Немецкая овчарка, изможденная и грязная, споткнувшаяся на тропинке, ведущей к далеким холмам. Ребра собаки были видны, а шерсть покрывала грязь и засохшая кровь, свидетельствующая о длительном страдании и полном пренебрежении, которое претерпела она. Но не ее ужасное состояние остановило Итана в его следах. Это были ее глаза, широко раскрытые, безумные и умоляющие. Эти глаза говорили больше, чем любое слово и любой крик могли бы выразить. Не о еде, а о чем-то другом, гораздо более важном. О чем-то срочном, что требовало немедленного внимания и спасения. Она осторожно приблизилась к нему, держа голову низко, дрожа от холода и страха, затем нежно прикусила край его джинсов и потянула, словно желая вдохновить его на действие. Итан замер, охваченный волнением и беспокойством. «Ты хочешь, чтобы я последовал за тобой?» – прошептал он с надеждой, вглядываясь в глаза странной собаки. Его вопрос остался без ответа, но взгляды их встретились, и в этот миг между ними возникла невидимая связь. Собака не залаяла, не укусила его, она просто повернулась и пошла подальше в лес, оглядываясь через каждые несколько шагов, чтобы убедиться, что он все еще идет за ней. Итан не раздумывал долго. Он последовал за ней по извилистым тропинкам вглубь леса, шаг за шагом, преодолевая кустарники и старые коряги, пока, наконец, они не добрались до полуразрушенной деревянной лачуги, скрытой за густыми колючими кустами, что окружали это мрачное место. Эта постройка казалась заброшенной, словно время остановилось в нем, как в тисках печали и страха. Собака подбежала к двери и начала царапаться, тихо и отчаянно скуля, напоминая Итана о безусловной любви и преданности, которую она когда-то знала. Ветер шептал о заброшенности этого места, а Итан, вздохнув глубоко, позволил себе на мгновение задуматься, что же на самом деле происходило за этими дверями. Он поколебался, но затем решительно толкнул дверь. Она поддалась с трудом, скрипнув на ржавых петлях, и их снова встретила завеса тьмы и ужаса. Внутри в тени лежали 3 щенка. Едва живые, забившиеся в угол, слишком слабые, чтобы двигаться, и один из них, самый маленький, вообще не шевелился. Запах гнили и ржавчины ударил его, как удар кулаком. Он сделал шаг назад и почувствовал, как страх, надежда и желание спасти переплетались в его сердце, создавая чудовищную пелену неуверенности. Там были металлические клетки, в которых когда-то, вероятно, находились другие несчастные создания. Одна из них была испачкана засохшей кровью. Этот запах и вид разобранных клеток ясно давали понять, что здесь происходили ужасные вещи, что место часто использовалось для мучений и страданий. Было очевидно, что тот, кто пользовался этим местом, не заботился о том, выживут ли эти животные или умрут. И это пробивало прямо в сердце. Собака, все еще дрожа, лежала рядом со своими щенками, с тихой печалью облизывая самого маленького из них, как будто эта забота могла спасти их. «Я не оставлю их здесь», – вслух сказал Итан, ощущая прилив решимости, который толкал его вперед. Он не желал оставлять этих существ на произвол судьбы и понимал, что должен действовать, что это его обязанность – попытаться сделать все, что в его силах. Он обнял щенков, завернув их в свою куртку, и побежал обратно в деревню, полную страха и неуверенности, но также и надежды. Пес всю дорогу шел рядом с ним, прихрамывая, но отказываясь отставать, словно ее жизнь зависела от его силы и смелости. К
крепкая связь между ними становилась все сильнее. Каждый шаг, каждый вздох накладывали отпечаток на их судьбы, словно Вселенная подсказывала им, что они должны быть вместе, что их время настало. Их путь через лес был полон преград, и, несмотря на все сложности, он не терял надежды. Когда они, наконец, достигли местной ветеринарной клиники, царила паника. Множество пострадавших животных и их хозяев ждали своей очереди, погруженные в атмосферу тревоги и страха. Ветеринар доктор Луиза двигалась быстро и решительно, словно понимая, что на кону жизнь. Она была спокойна, но серьезно, когда осматривала этих щенков. «Они сильно обезвожены и не доедают», – сказала она, оценивая их состояние. «Мы сделаем все, что в наших силах, но ничего не обещаем». Итан кивнул, чувствуя, как на сердце его легкий груз ответственности за каждой несчастной судьбой. Он понимал, что должен быть с ними, что его поддержка может дать им силы бороться. «Мы боремся за них, за всех живых существ». Этот момент стал для него решающим. Он осознал, что его жизнь с этого момента будет связана с этими существами, и он был готов пойти на все ради их спасения. Прошло несколько часов, и волнение нарастало. Один щенок чуть не умер на операционном столе, но благодаря искусственному дыханию и заботе он, наконец, смог сделать неглубокий, прерывистый вдох. Сердце Итана замирало с каждой неудачей, но он не отступал, чувствуя огромную ответственность за эти жизни. Собака-мать заскулила, уткнувшись носом в его лапу, как будто понимая, что все зависит от них, от их совместных усилий. Ее грудь поднималась и опускалась так медленно, но, наконец, они получили шанс. В ту ночь Итан остался с ней на полу клиники, без сомнения, чтобы поддержать ее и помочь в чем-то, даже если это были просто соболезнования и молчаливая поддержка. Впервые за несколько недель она мирно спала рядом со своими щенками, когда все усилия были приложены на то, чтобы дать им шанс выжить. Когда она положила голову Итану на колени, он прошептал: «Теперь ты в безопасности». Это была не просто фраза. Это было обещание, которое он произнес с глубокой надеждой, и это было то, что он готов был поддерживать на протяжении всей своей жизни. Шли недели, превращая основное время в легкий поток счастья и надежды. Луна и ее щенки переехали к Итану в его маленький загородный коттедж, который был довольно простым, но полон тепла и света, отзывающегося на каждую милую улыбку и радостный лай. Сначала она колебалась, когда увидела новый дом, освещенный ярким солнцем. Каждый уголок вызывал в ней воспоминания о старых дверях, ведущих в клетки, откуда она была так жестоко выброшена на произвол судьбы. Слишком много воспоминаний о генерируемой боли и одичании от живших в заброшенности преследовали ее, и это было трудно. Она не могла поверить, что сейчас у нее есть возможность изменить свою жизнь и попробовать снова доверять людям. Но постепенно она снова научилась доверять, благодаря любви и поддержке, окружающей ее. Однажды днем, после нескольких дней любви и ласки, Луна впервые залаяла, не от страха, а от радости, когда ее щенки гонялись друг за другом по двору, наполняя его смехом и детским восторгом. Этот смех был для Итана как музыкальная композиция, наполненная нежностью и заботой. Он просто смотрел, как ее мех снова начинал блестеть, словно солнце, пробивающееся сквозь облака. И в ее глазах, когда-то затравленных, теперь зажглось тепло. Она смотрела на него с благодарностью, и это было удовлетворение, которого никогда не испытывал до сих пор. Но исцеление не стиратело прошлого, и то, что было, оставляло глубокие шрамы. Однажды к дому Итана подъехала черная машина, и его сердце замерло от страха, когда он увидел, что из нее вышли двое мужчин, с них капала угроза и угрюмый дух. Увидев их, Луна замерла.
а затем зарычала, поднимая шерсть на спине, словно живая преграда между своей новой семьей и угрозой из прошлого. Итан почувствовал, как его сердце забилось быстрее, переживая и ненавидя тех, кто сделал такое с ней. Это были те, кто бросил ее умирать, кто не заботился о том, что с ней происходит. Мужчины хмурились, явно рассчитывая на то, что собака повинуется, так как раньше паниковала от страха. Итан вышел наружу, нахмурившись, и старался выглядеть уверенным, несмотря на страх все еще присущей ситуации. Он подошел к Луне и, опускаясь на одно колено, заявил: «Она никуда не уйдет». Это были не просто слова. Он думал о всех часах, проведенных вместе, о всех надеждах, которые они разделили. Мужчины обменялись взглядами, хмурясь, одним взглядом показывая, как они презрительно к нему отнеслись. Иногда для демонстрации силы требуется немного смелости, и его слова были настоящим проявлением храбрости. Один из мужчин, смеясь, сказал: «Она принадлежит нам». Но Луна шагнула вперед, встала между Итаном и мужчинами, зная, что пока они вместе, ее никто не сможет отобрать. Она не съежилась. Она не дрогнула. Она бросила им вызов своим выражением, будто говорила: «Я не могу быть вашей. Я здесь с тем, кто действительно заботится обо мне». Она была сильнее их. И они отступили, не ожидая подобного проявления смелости от собаки, что когда-то не могла бы даже поднять глаза на человека. Поэтому ночью, когда все стихло, Итан развел огонь в камине, создавая теплую атмосферу домашнего уюта. Щенки спали в кучке, расслабленные и невинные, словно ничего не угрожает их жизни. Луна свернулась калачиком рядом с ним, уставшая. Она испустила долгий глубокий вздох, напоминая ему о всем, что им пришлось пережить. Он погладил ее по уху и прошептал: «Теперь ты дома». И их связь снова усилилась. На помощь. Иногда достаточно одного доброго поступка, чтобы спасти чью-то жизнь. А взамен эта жизнь может спасти вашу так, как вы и представить себе не могли. Так и произошло. Луна и ее щенки стали частью его жизни, которая наполнилась новым смыслом и счастьем. Их любовь и привязанность, ценность постепенно заполнили пустоту, которую Итан чувствовал в последнее время. Вместе они начали новое путешествие, преодолевая невзгоды и снова наполняя свои сердца надеждой и светом, которого они все так долго лишались. Этот путь стал для них не просто испытанием, но и шансом понять, что каждый может изменить свою судьбу. Это был их второй шанс, и каждый из них ценил каждое мгновение, каждый взгляд, каждое теплое слово, которое они говорили друг другу. Их новая жизнь только начиналась.